Добрый день, дорогие пекари! Сегодня у нас новый герой. Посмотрите, какой красавец. По-моему, необыкновенный хлеб. Называется он тосканский деревенский хлеб сестер Семили. Если вдруг я неправильно произношу эту итальянскую фамилию, поправьте меня. Хлеб очень интересный. Деревенский он несколько перекликается с французскими деревенскими хлебами по составу, но это итальянский вариант, и, конечно, здесь есть оливковое масло в составе, а еще тмин, фенхель, мед, патока. В общем, фантастический по составу хлеб, очень вкусный, очень необычный, очень нарядный, на мой взгляд, замечательный подарок, либо украшение праздничного стола. Давайте начинать творить эту красоту. Приступаю к приготовлению тосканского хлеба. Сейчас расскажу вам о продуктах. Нам понадобится закваска пшеничная 100% влажности на пике. Можно использовать итальянскую закваску Левита Мадре, при этом пересчитать рецепт, как это сделать, у меня есть на канале видео, посмотрите. Вот здесь очень важный ингредиент. Я заранее взяла 3 грамма тмина, 1 грамм фенхеля, немножечко протерла их в ступке и залила медом, 15 граммов меда, и оставила на ночь. Вчера я это вечером сделала, чтобы мед на специях настоялся. Конечно же, понадобится вода. Этот рецепт с содержанием дрожжей, но тут дрожжей мало, всего 6 граммов. Мука в основе у нас будет пшеничная первого сорта, ее 400 граммов, и 100 граммов ржаной муки, обдирной. Еще понадобится мальтозная патока. Замешивать я у себя буду в машине. В конце замеса еще добавлю оливковое масло. Куда итальянский рецепт без оливкового масла? Начинаем с закваски. Ее понадобится 120 граммов, 250 граммов воды. Дальше всыпаю пшеничную муку, ржаную муку. Добавляю 5 граммов мальтозной патоки. Патока мальтозная – это и улучшитель брожения, и вкусоароматический компонент, и источник сахаров. Поэтому, собственно, он брожение и улучшает, даже в таком малом количестве. Добавляем 6 граммов дрожжей. Предваряя ваш вопрос, зачем нужны дрожжи, если есть закваска, но это классическое сочетание для европейской выпечки. Очень часто добавляется и закваска, и дрожжи. Это, как считается, и на самом деле так, позволяет улучшить букет, аромат выпечки и, естественно, ускорить брожение. Здесь будет очень короткое брожение в сравнении с брожением заквасочного теста. Ну а дальше добавляем мед со специями. Обратите внимание, пока я не добавила соль, сейчас начну замес, соль добавлю уже ближе к концу замеса. Начинаем замес на низкой скорости, примерно 5 минут. Тесто при замесе тугое, не нужно этого пугаться, мы еще будем добавлять оливковое масло, поэтому тесто станет мягче. Ну все, тесто у меня собралось в шар, даже не за 5 минут, а за 3. Видите, такой плотный шарик. Здесь вот небольшой непромес, но его можно руками поправить. Не нужно сейчас слишком сильно упорствовать и насиловать свою технику. Можно оставить под крышкой минут на 10, дать тесту помягчеть, и потом мы замесим соль и масло. Через 10 минут возвращаемся. Добавляем соль. Соли 12 граммов. Вновь включаем на замес на низкую скорость. Если вы видите, что тяжело вашей машине, начинаем потихонечку вливать оливковое масло. Масло вливаем небольшими частями и даем полностью ему замеситься в тесто. То есть сначала несколько граммов, и потом по чуть-чуть, всего масла будет 40 граммов. Пришлось поработать в моей кухонной машине. Тесто плотное, не очень хорошо оно принимало масло. Примерно минут 15-20 занял замес. Перекладываем тесто в миску. За счет присутствия дрожжей брожение будет коротким. Оставляю на брожение на час и попробуйте найти ему местечко потеплее, примерно 26-28 градусов. Я сейчас поставлю поближе к батареям отопления, чтобы оно у меня быстрее подходило. Засекаем час. Тесто у меня пробродило на самом деле 2 часа вместо одного, о котором я вам говорила, потому что через час я на него посмотрела, и оно незначительно увеличилось, я оставила его еще. Сейчас выполним предформовку. Буду делить тесто на 2 части. Я очень отвыкла от запаха теста с дрожжами. Для меня это сильно шибающий в нос запах, даже вот такое небольшое количество дрожжей, все равно я критически это чувствую очень сильно. Тесто у меня 954 грамма.
Значит, заготовки у меня будут где-то по 475. Дальше делаем предформовку округления. Напоминаю, что при предформовке не должно быть муки на столе. Вот все, что я насыпала, убираю в сторонку. Заворачиваем вовнутрь все срезанные края. Потом ставим на бочок, пальцами подворачиваем вовнутрь. Когда уже подвернули в хороший шарик, дальше протягиваем на себя на столе. Немножко прокрутили, натянули, прокрутили, натянули. Колобок готов. Второй колобок делаем также. Заворачиваем все вовнутрь, прокатываем на боку. Заодно у нас лопаются лишние пузыри. Натягиваем хорошенечко. Получается колобок. Положу их рядышком. Пускай дружат. Накрываю мисочкой. Оставляю на 10 минут. Я подготовила 2 формочки. Буду печь в формах L11. Самое интересное в этом хлебе – это формовка. Она больше всего, конечно, всех привлекает и сразу хочется сделать. Мы берем и делаем такой а-ля батон. Вот так вот слегка округляем. Делайте так, чтобы он у вас был ровной толщины. Дальше мы берем скалочку, отмечаем серединку и начинаем раскатывать. Если вдруг липнет, переворачиваем и прокатываем с этой стороны. Но вообще верх и низ лучше не путать. И еще раз прокатаю этот язык такой. Делаем язык. Берем шпатель. Шпателем сначала намечаем и смотрим. Одинаковой ширины полосы. Прорезаем, прорезаем. Дальше все просто. Плетем обыкновенную косичку. Заплели и завернули. Дальше смотрите, вот этот кончик мы чуть-чуть заострим, этот заострим. Берем формочку и стараемся уложить аккуратно. Берем второй. Сейчас попробую эту сделать поаккуратнее при укладке. Формочки глубокие, чтобы у нас аккуратно было. Вот так будет покрасивее, чем там. Ну да, первая не совсем красивая, вторая поинтереснее получилась. Накрываем пленкой, оставляем на расстойку на 45-60 минут. Опять же, наблюдайте, как только они увеличатся, не доходя примерно палец, может быть 1,5-2 до края, потому что здесь не так много теста, мы будем отправлять на выпечку. Заранее разогревайте духовку на 200 градусов. Прошел час расстойки. Сейчас буду отправлять на выпечку. Я не хочу ничем посыпать. Брызнула 2 раза на поверхность, чтобы вот эти подсохшие места увлажнились. Еще поставлю сейчас пар на дно. Чуть-чуть кипятка в миску ставлю на дно духовки. Выпекать буду около 50-60 минут на температуре 200 градусов. Первые 10 минут с паром, который я поставила. Потом я пару беру. Температуру менять не буду. Все время выпечки на 200 градусах. Давайте достанем хлеб. Посмотрим на его корочку. Уже достаточно красивый. Сейчас до окончания выпечки осталось 3 минутки. Я его верну. Я хотела посмотреть цвет корочки. Он вполне симпатичный. Верхняя уже тоже загорелая. Включу сейчас низ, только низ. Верхний нагрев убираю и дам минут 10, чтобы они допеклись. Всего будет час выпечки. Прошло еще 10 минут. Достаю хлеб. Он еще подрумянился сверху. Я думаю, что корочки теперь красивые, да, румяные. Тот, который был сформован не очень удачно, видите, подрасплылась коса, вернее тонковатая. Здесь объемная, красивая, мне нравится. Хочу глянца навести. Сразу по горячей корочке. Напоминаю, что крахмальный кисель — это чайная ложка картофельного крахмала, немного водички и где-то на минутку-полторы в микроволновку. И получается такая глянцевая смазка. Наступил у меня следующий день. Пекла я хлеб вчера вечером. Смотрите, какая разница, да? Здесь у меня не очень удачная формовка. Здесь формовка красивая. И хлеб получился очень симпатичный. Не совсем ровный. У меня коса завалилась чуть-чуть в сторону. Но я уверена, у вас получится лучше, наряднее и аккуратнее, чем у меня.
Этот хлеб я оставлю в подарок, отвезу его маме, а этот мы сейчас разрежем. Но смотрите, какой красивый мякиш, структурный, очень красиво видно подъем, то есть у нас вот поры, они все вот так вот вверх шли и поднимали тесто, замечательно. Пористость одинаковая по всей толще, чуть-чуть включены более крупные пузыри. В части мякиша, ну это не страшно, это я догазировала, не совсем качественно может быть. Ну а так, смотрите, красивый мякиш, мелкопористый, каким и должен быть формовой. И к тому же у нас тесто достаточно плотное, плюс масло обволакивает клейковину, и мы получаем вот такой мелкопористый мякиш. Серенький, красивый за счет присутствия ржаной муки. Давайте попробуем. Очень мягко режется. Хлеб очень приятный, пряный. Сладости от меда и патоки абсолютно не чувствуется. Я так понимаю, что закваска все это переработала, все сахара, использовала их на подъем теста. И текстура хлеба очень нежная за счет добавления масла. Вкусный хлеб, я уверена, он разнообразит ваш стол и вашу выпечку. Сделайте его обязательно, насладитесь и внешним видом, и вкусом. Подписывайтесь на все мои каналы, приходите в мою хлебную школу, ссылка в описании. Я провожу курсы, где мы еще глубже погружаемся в теорию и практику хлебопечения на разные темы. Так что приходите, буду всем рада. Давайте с вами продолжать печь и испечем еще много всего интересного.